Ребята, всем большой-большой привет! Мы сейчас с вами находимся на стройке, там, где строится наш домик. Вот, получается, это задняя сторона дома на наш участок. Вот, и мы взяли каталоги. Я хочу определиться, в каком цвете сделаю ванные комнаты, туалет, какой кафель, какой камень, какую стену сделать другой, ну, чтобы не совсем все было в больничном цвете, потому что мы изначально хотим поставить светлое, положить светлое дерево, поставить светлые двери белые. Входные двери, у нас две входные двери будут стеклянными, непрозрачные, но чтобы свет как не входил на первый этаж, так как первый этаж от оригинала каменный, и мало отверстий, мало окон. Вот с залы окно на первом этаже, и, в общем-то, две двери только. Вот. На втором этаже уже в каждой, на каждой территории, в каждой, то есть спальне, в туалете есть свое окошко. Как вы заметили, нам уже поставили камни на окна. Вот осталось только на веранду, на нижнее маленькое окошко, как в оригинале оно было. Мы, то есть, сохраняем конструкцию этого дома. Вот. Крыша уже сделанная. Два дымохода, то есть кухня и залы. В зале мы хотим поставить камин. Зала у нас совсем небольшая, у нас вообще дом небольшой. Но хотим поставить камин, не знаю, ли угловой или нет. Ну, в общем-то, такой скромный, маленький. Так, это значит наша зала. Вы, как видите, совсем немного места. Мы там собираемся поставить угловой диван, телевизор, камин. Вот одна из входных дверей вот в зале. Окошко огромное. Так, тут в углу, наверное, мы поставим какой-то гардероб, сделаем. Тут, где вот это все лежит, будет, наверное, стол. И маленький туалет. И кухонька с маленьким окошком. Кстати, мы тут собираемся поставить такой, типа, барную стойку, ну, со шкафчиками, скорее всего, чтобы что-то складывать, и чтобы садиться завтракать, чтобы светло было. Так, это мы измеряем кухню. И вот, получается, лестница на второй этаж. Тут у нас будет тоже выдвижные шкафчики под лестницей. И наш маленький туалет внизу. Ребята, хотела вам сказать для информации, для будущего, кто собирается строить домик, нельзя иметь туалет не на кухне и в зале. То есть не разрешают строить туалет, как бы, чтобы он находился на территории кухни или на территории зала. Что в нашем случае так и является, потому что вон зал, вот кухня и посередине туалет. И по закону португальского закона не разрешается, поэтому мы к инспекции будем это готовить как кладовую, да, как просто для помещения, чтобы что-то складывать, какие-то полочки, а потом мы будем уже доделывать
туалет. То есть после инспекции уже хотим поставить туалет и, в общем-то, раковину, чтобы помыть руки. То есть вот так вот выглядит наш туалет. Вот получается имбутированный в стену туалет. Как тут, так же самое в нашей комнате. У девочек, то есть общий туалет, который побольше, там обычный будет. Вот, видите? Значит, тут туалет, тут вот такая вот стена, тут будет, получается, умывальник. И еще одна стена. Дверь будет выдвижная. Вот так вот выдвигаться. Значит, тут у нас будет полностью так перила стеклянная, чтобы с того окошка попадал свет на кухню. Вот, значит. Потолок у нас будет полностью из плодур, из, как сказать на русском, не настоящий потолок, искусственный потолок, или как у нас, как правильно говорить. Вот, у нас там получается комната по коридору, комната, в ту сторону туалет, и это наша комната с туалетом тоже. Вот. Хочется вам показать ширину наших стен. Это маленькое окошко. Не знаю, я не знаю, как вам показать. Наверное, больше, чем моя рука. Где-то метр. Вот не знаю, как мы тут будем открывать его. Как вы заметили, у нас ширина таких стен на первом этаже. На втором этаже, так как второй этаж из кирпича, уже не такой широкий, идет как половина примерно. Поэтому второй этаж немножечко больше. Как только наш дом будет уже более-менее преображаться, уже в принципе не так уж, мне кажется, самая сложная работа, такая и самая долгая, что кажется, что ты приходишь на стройку, а все кажется на одном месте, все на одном месте. Мне кажется, этот момент уже прошел, и уже, наверное, будет все быстрее продвигаться, тем более уже можем ставить кафель, уже туалеты можем делать, ванные комнаты, кухню. Я хочу очень сильно тоже преобразить наш летний домик. Как только это тоже нормализируется, займемся этим домиком, потому что по ширине он как наш принципиальный дом, но, конечно же, немножко меньше. Вот там мы хотим как бы поставить, сделать кухню и место для отдыха, какой-то маленький уголочек. Вот, потому что как-то некрасиво. Вроде дом новый, красивый, напротив сарай заброшенный. Вот, поэтому надо этим тоже заняться. Вам показать немножечко нашу территорию. Мы будем это все реконструировать. Значит, это вот для людей. Вот немножечко территория с одного бока дома. Вот дом. Тут мы, скорее всего, сделаем просто травичку, какую-то зону тоже для отдыха. Может, деревья какое-то посадим. Вот тут у нас побольше места уже. Там у нас в конце колодец. Будем делать домик для птиц, маленький огородик, посадим, может, какие-то деревья полезные, скажем так. Это старая вода, как сказать на русском, в общем-то, ходила тут вода, и там стояла в конце мельница. Вот мы хотим оставить это как и есть. А вот эта лавада тоже еще одна. Ну так, по всему забору она идет. Вот, и, в общем-то, машины парковать мы хотим вдоль речки, то есть вон там, где стоит
отсюда. Вот виден этот летний заброшенный домик. Вот еще летний домик. Принципальный дом. Так, и тут мы будем ставить ворота автоматические для заезда, значит, для машин. На этой территории возле дома, вот эту вот окружность, все мы хотим сделать калсада, поставить камни. У меня брат работает, он работает на свою фирму, мой папа тоже с ними работает. И, в общем-то, они этим занимаются серьезно, профессионально, и пообещали с нами поработать, скажем так. Вот, значит, это камни на остальные, на двери и на окна, на которые еще не поставлены. Забор с этой стороны тоже наш. Его покрасим в белый, так же само, как и колодец будет у нас белый. Я не знаю, если смогу тут поближе подойти, потому что тут такие вот заросли. А я в шлепанцах и боюсь себе уколоть что-то. Хотела вам показать немножко колодец. Вот колодец, значит, его чистили, вызывали бригаду. И он постоял чистым, и, в общем-то, снова вот сверху вот это вот слой этой зеленой растительности. Но если ее брать, вода чистая. Так, и, в общем-то, речка. Сейчас она особо не протекает, ее плохо видно, и она с этим зеленым, ну как сказать, в общем, растительностью этой поросла, и воды не видно. Так, вот, который я вам показывала, вот этот вот получается каменный забор, по которому протекала вода. На этой стене стояла вот эта вот мельница, которая крутила воду, да. И у нас осталась эта мельница, мы хотим поставить ее так для красоты. Не знаю, сейчас передумали мы или нет, нужно спросить. Я не знаю, что мы решили, но вроде бы изначально мы хотели ее оставить. Так, это наша улица, по которой мы спускаемся к нашему домику. Наш домик тут получается последний и единственный на улице. И с этой стороны идут тропинки, там поле. В основном тут даже эти овечки, пастух ходит с ними. Машин не слышно, хотя дорога вон там наверху. Тут, если идти по коридору, комната в конце. Это значит, у нас тут будет потолок, то есть этого не будет видно дерево. Лестница вниз на кухню. Наша комната. Тут маленький будет, маленькая ступенька, чтобы поднять, чтобы был выше потолок на кухне. Вот поэтому мы подняли. Наша маленькая веранда, окошко. Это наш маленький туалет с душем. Тоже тут будет потолок, не будет видно дерева, вот только тут. И, в общем-то, то, что вы видите, это будет типа такой легкой кладовой, скажем, оно там до конца дома идет, но там на карачках нужно ходить. Вот, это значит общий туалет с ванной, тут биде, туалет, умывальник. Маленькая комнатка, самая маленькая, которая у нас есть, где 9 метров квадратных. Ой, правильно я сказала? Вот. И побольше комната. Изначально нашей старшей девочки.
вам показать, как выглядит этот камень на окнах. Он еще не полностью везде поставлен, тут тоже будет. Я взяла с собой каталог, чтобы определиться, что я хочу, какой цвет и какой рисунок в туалете. Вот мне бы хотелось что-то светлое, вот типа вот такого серого поставить в нашем туалете, в маленьком. В их туалете, наверное, что-то более бежевое, и одну стенку сделать вот такое серое, тоже как тут, красиво, мне нравится. И сделать такую одну стенку с такими вот волнами. Говорят, что грязь не зацепляется, она легко чистится. Это кажется, что волны, но когда вы проводите рукой, оно проходит гладко. Вот эти вот все узоры, то есть. Вот такой я хочу сделать. Он еле заметен, видите? Волны такие. Это я хочу сделать у них в туалете. Вот, есть такой вариант немножко потемнее и немножко посветлее. Что я изначально не хочу, это вот такие вот яркие цвета, яркие какие-то рисунки. Мне хочется что-то сдержанное. Такого вот, как тут пример, мне не особо нравится. Вот. Кухню тоже хочу, кстати, сделать какие-то светлые стены, немножко, может, серые, а может и бежевые, потому что пол у нас будет типа под цвет темного гранита, то есть темный, черный. И столешница у нас будет тоже какая-то африканский камень черный, поэтому сами шкафчики будут белыми, а столешница черная. Ребята, я очень сильно благодарю, кто меня смотрит. Мне очень приятно с вами делиться вот моими новостями. И я постараюсь следующее видео снять, когда уже что-то будет совсем новенькое в нашем доме. Потому что в основном одно и то же, хотя вот стены такого еще не было, как бы, поэтому я много нового показала в этом видео. Вот, и на остальные мои видео, которые я снимала, я уже там 60 с чем-то видео сняла, фрор. Вот, я оставлю ссылочки под этим видео, кому интересно, как мы купили дом. И изначальные наши шаги. Я оставлю ссылочки на видео. Вот. И кому интересно вообще мода или стиль, одежда, такой что для девочек, я в последнее время тоже начала снимать с примеркой. Оставлю тоже ссылочки, смотрите, заходите. Вот, и, значит, маленькая информация, я живу в Португалии, мне 25 лет, у меня 2 девочки, и, в общем-то, я пока в отпуске, только в сентябре выхожу работать, уже совсем скоро, так не хочется, но надо. И немножечко есть время поснимать, и надеюсь, потом тоже будет, буду стараться находить. Всем большое спасибо и всем пока!